Что такое нежность? Мы употребляли это слово много раз, в разных контекстах. Наверное, больше всего это слово встречалось нам в первой половине жизни, когда кто-то, если у нас, конечно, был такой хороший опыт, заботился о нас с нежностью или нам показывали, как может выглядеть нежность по отношению к другим людям. Может быть, нас воспитывали и учили делать нежность, быть нежными, создавать нежность там, где, возможно, для нее нет никаких предпосылок. Или наоборот, она должна быть законным образом. Очень интересно именно нежные отношения между взрослыми. Потому что когда мы говорим о нежности по отношению к детям и животным, это нечто другое, это нечто вроде как даже естественное, нечто, что обязательно должно быть. В норме, конечно же. А вот отношение к взрослому человеку, должно ли оно быть нежным? Должна ли нежность проявляться между людьми? Мне кажется, раньше это присутствовало, возможно, как заменитель любви. Потому что браки были часто неравными. Например, мужчина мог быть на 30-40 лет старше женщины. Но он мог не относиться с нежностью. Или она могла относиться к нему с нежностью, что могло как-то улучшать их совместное пребывание. Но где-то закрадывается подозрение, что нежность в прошлом существовала больше в головах художников, поэтов, потому что нежность сама по себе как бы и не нужна. Без нее можно обойтись. Но почему-то о ней хочется все равно говорить. Возможно, она была воспета чувствительными людьми, потому что как раз ее и не было. Жизнь была суровой, трудной. Людей было много покалеченных, потому что было много тяжелого физического труда. И какие-то проблески человечности, доброты, какого-то особого отношения могли тогда называть нежностью. Была ли она чем-то неотъемлемым для человека? Или это было нечто фантазийное, может быть, очень желаемое, но практически невстречаемое переживание, чувство, отношения? Наверное, понятийный аппарат здесь тоже работает не очень хорошо, как и со словом «красота», например. Объяснить эти вещи невозможно практически. То есть для кого-то нежная кожа, нежная, для кого-то наждачная бумага, нежная. Нежность соединена с телом. Она формируется на теле, она вырастает из тела. О нежности говорят, когда тело именно так это называет. С другой стороны, если нежность так связана сильно с телом, то нежным человеком может быть не очень образованный, может быть даже примитивный человек, потому что он пытается позаботиться или проявить что-то по отношению к другому человеку не через идеи, слова, советы и так далее,
Возможно, это есть, но это не главное для нежности, а именно что-то сделать для тела другого, то есть от тела к телу. Очень примитивная связь, потому что она первичная, базовая, мы это знаем из отношений матери и ребенка или из отношений мужа и жены. Без их телесного соединения не получаются дети. Наверное, оно должно быть, нежным. Давайте даже так скажем. И вот современная нежность перекочевала в основном в маркетинг. Мы повсюду встречаем крем для рук – нежность, бумага туалетная – нежность, нижнее белье – нежность. Может быть, название духов, какая-нибудь весенняя нежность. Слово «нежность» стало коммерческим, наверное, хорошо продаваемым. Но вот мой вопрос сегодняшний – нужна ли она? Существует ли она? Потому что есть наряду с нежностью красота, например. Красоту мы как-то как будто понимаем, и понимаем ее важность, ее значимость. Мы говорим, это красиво, это некрасиво, и это влияет на наш выбор, на нашу жизнь достаточно существенно. А вот нежность как категорию мы как будто уже и не используем. Как категорию оценивания отношений между людьми. Только остается нежность как качество какого-то товара. Возможно, сейчас нежность никому и не нужна. Все ищут выгоду, пользу, эффективность, продуктивность, денежное вознаграждение, условия труда, условия жизни, комфорт, безусловно, развлечения. Почему никто не требует нежности? Никто не говорит о ней. Мужчины не говорят о ней, не предлагают нежность, а не деньги. И женщины уже не говорят о ней совсем, как о качестве самой женщины, а именно отношение женщины к мужчине, может быть, родителям, или родители отношение ко взрослым детям. На различных тренингах, на различных ретритах, встречах и так далее никто не говорит о нежности, не нежности по отношению к себе. Вот в этом контексте сейчас происходит много всего. Как я могу быть нежным по отношению к себе? И об этом говорят сплошь и рядом. Но вот как стать нежным человеком и дарить это другому взрослому, мы ни в коем случае здесь не говорим нежные движения одного тела могут доставить удовольствие другому человеку. Нет. Мы говорим о проявлениях повседневных, обычных. Не знаю, нужна ли нам нежность. Хотим ли мы ее по-настоящему? Учим ли мы наших детей нежности? Ведь и мужчины перестали быть нежными. Давайте признаемся. Сейчас мужчины стали гораздо спокойнее, у них меньше власти. Сейчас они не обладают возможностью, как раньше, управлять людьми, как рабами. То есть как бы мужчины стали социально более мягкими. И одновременно с этим как будто и нежность стала не в моде. Она стала бесполезна. Я даже не помню, видел ли я нежных мужчин. Даже можно иногда сказать нежных по отношению друг к другу. И вот как здесь
быть нам всем дальше? Будем ли мы это ждать? Будем ли мы это давать? Будем ли мы это искать? Эту нежность, которая обязательно запомнится телу, запомнится нашему телу, телу другого человека. Оно обязательно станет уникальным переживанием, которое человек запомнит навсегда. Почему же мы этим не пользуемся? Почему мы это не развиваем, не культивируем? Почему мы не делаем из этого смысл? С красотой проще. Красоту можно создавать. Красоту можно имитировать. Красота может быть очень искусственной. Нежность, наверное, нечто более истинное, нечто более тонкое. Это какое-то особенное отношение, которое, если хоть немножко пахнет наигранностью, превращается уже не в нежность, а в какую-то просто заботу или уход. Но я хочу сказать очень искренне. Если мужчина встретил в своей жизни нежную женщину и какое-то время купался в этой нежности, он не забудет никогда это. И уже навсегда он обречен либо страдать без нежности, либо искать ее. Нежность нужна или не нужна? Этот вопрос я подвешиваю на крючочек перед вами, потому что я здесь сбит с толку.